66 миллионов лет назад Земля была настоящим раем для гигантов. По густым тропическим лесам, покрытым папоротниками и цветущими растениями, и по обширным болотам позднего мелового периода медленно бродили огромные стада трицератопсов. Их массивные рогатые головы с мощными костными воротниками возвышались над низкой растительностью, словно живые крепости. В небе с легкостью парили гигантские птерозавры, размах крыльев которых достигал 10 метров и более. В теплых мелководных морях, окружавших континенты, охотились 20-метровые мозазавры, грозные морские хищники с мощными челюстями, усеянными острыми зубами. Динозавры всех размеров, от быстрых и ловких велоцирапторов до колоссальных тираннозавров длиной до 13 метров, безраздельно правили планетой уже более 150 миллионов лет. Это был мир, где рептилии достигли вершины эволюции. Здесь существовали невероятные формы жизни, травоядные гиганты, питающиеся тоннами растительности ежедневно, хитрые хищники, использующие острое зрение и мощные конечности для охоты, и даже виды, которые проявляли заботу о своем потомстве, строя гнезда и охраняя кладки яиц. Никто, ни одно живое существо на всей планете не могло даже вообразить, что их грандиозное и устойчивое царство закончится внезапно всего за один единственный катастрофический день. Но этот день наступил. Была ранняя весна в северном полушарии. Леса только-только начинали покрываться свежей нежной зеленью после зимнего покоя. Динозавры в регионах, которые сегодня мы называем Новой Мексикой, Техасом и полуостровом Юкатан в Мексике, вели привычную жизнь. Стада травоядных спокойно паслись на богатых лугах, молодые особи резвились, взрослые особи размножались, строили гнезда и охраняли территорию. Жизнь текла своим размеренным чередом уже миллионы лет под теплым солнцем мелового периода. Никто не подозревал, что из самых дальних глубин космоса к Земле уже мчится неумолимый и смертельно опасный гость – астероид диаметром от 10 до 15 километров. Он летел со скоростью около 43 тысяч километров в час и нес в себе колоссальную кинетическую энергию, эквивалентную одновременному взрыву миллиардов ядерных бомб. Ученые позднее дадут ему имя Чиксулуб. Астероид прибыл из главного пояса астероидов, расположенного между орбитами Марса и Юпитера. Его траектория пересеклась с орбитой Земли в самый неподходящий момент. Никто на планете не видел его приближения. Ни один глаз динозавра, ни один инстинкт мелкого млекопитающего не смог предупредить о надвигающейся катастрофе. Астероид вошел в плотные слои атмосферы под острым углом, разогрелся до невероятных температур и вспыхнул ярче второго Солнца. Через несколько секунд он врезался точно в мелководное море у полуострова Юкатан, в то самое место, где сегодня расположена Мексика. Удар произошел мгновенно и с невообразимой силой. За считанные секунды в земной коре образовался гигантский кратер шириной почти 200 километров и глубиной почти километр. Морская вода и скальные породы в зоне удара мгновенно испарились, превратившись в сверхгорячую плазму. В небо взметнулся огромный столб раскаленного материала высотой в сотни километров. Ударная волна распространилась по всей планете со скоростью звука, вызвав глобальные сейсмические потрясения. Сразу же начался абсолютный ад на Земле. В радиусе 1000 километров от эпицентра все живое было мгновенно уничтожено огненным шаром, температура которого достигала 1000 градусов Цельсия. Мощнейшее землетрясение магнитудой от 9 до 11 баллов разорвало континентальную кору, вызвав огромные оползни, разломы и обвалы. Гигантские мегацунами высотой до 1,5 километров обрушились на прибрежные территории, сметая все на своем пути. Леса, животных и целые экосистемы. Волны высотой в сотни метров прокатились через Атлантический океан и даже достигли далеких берегов Тихого океана. В Северной Дакоте, расположенной за 1000 километров от места удара, в уникальном месторождении Танис рыбы, осетры и веслоносы были мгновенно похоронены под толстым слоем грязи, обломков и тектитов, расплавленных капель породы, выброшенных при ударе. Их прекрасно сохранившиеся скелеты до сих пор несут на себе сезонные кольца роста, что позволило современным ученым с высокой точностью установить: катастрофический удар произошел именно весной, в самый разгар сезона размножения и активной жизни динозавров.
Но это было лишь начало глобальной катастрофы, последствия которой растянулись на годы и десятилетия. Удар выбросил в верхние слои атмосферы, стратосферу и даже мезосферу миллиарды тонн пыли, сажи, серных аэрозолей и расплавленного стекла. Раскаленные обломки породы, вернувшись обратно в атмосферу в виде огненного метеоритного дождя, зажгли глобальные лесные пожары. Сотни миллионов гектаров древних лесов вспыхнули почти одновременно по всей планете, от Северной Америки до Азии и Европы. Густой дым и черная сажа поднялись так высоко, что полностью закрыли Солнце. На Земле наступила долгая и суровая ядерная зима. Только причиной ее стал не человеческий конфликт, а столкновение с космическим телом. Солнечный свет упал на 80–90%. Фотосинтез в растениях практически остановился. Температура поверхности планеты начала стремительно падать на 10–20 градусов Цельсия в течение первых недель и месяцев. Океаны стали закисляться из-за огромного количества углекислого газа и серной кислоты, попавших в воду. Цепочки питания рухнули одна за другой за считанные недели. Сначала погибли растения, затем травоядные динозавры, такие как трицератопсы, гадрозавры и огромные зауроподы, которым ежедневно требовались тонны пищи. Следом за ними начали умирать и хищники – тираннозавры, велоцирапторы и другие плотоядные ящеры. Гиганты мелового периода медленно и мучительно погибали от голода, холода и отравления окружающей среды. За несколько лет после удара примерно 75% всех видов живых организмов на Земле исчезли навсегда. Все нептичьи динозавры, летающие птерозавры, морские рептилии вроде мозазавров и плезиозавров, большинство млекопитающих того времени и даже многие виды растений были полностью стерты с лица планеты. Мир, который существовал более 150 миллионов лет, закончился практически в одночасье. Однако не вся жизнь на Земле погибла. Среди тех, кто сумел пережить эту глобальную катастрофу, оказались птицы, единственные прямые потомки динозавров, которые смогли выстоять в этих невыносимых условиях. Почему именно они оказались среди выживших? Ученые считают, что ключом к их спасению стали особые анатомические и поведенческие адаптации. Многие из выживших видов птиц были относительно мелкими, вели наземный или полудревесный образ жизни. Они могли питаться семенами, орехами, мелкими насекомыми и даже падалью, той пищей, которая могла сохраниться даже под толстым слоем пепла и пыли. Сильные крепкие клювы и мускулистые желудки, похожие на желудки современных куриных птиц, позволяли им эффективно перемалывать твердую и сухую еду, в то время, когда свежая зелень и сочные плоды полностью исчезли. Некоторые виды могли прятаться в норах или небольших укрытиях, другие – преодолевать большие расстояния в поисках более благоприятных мест. Крупные, полностью древесные или те виды, которые полностью зависели от свежей растительности, к сожалению, не пережили этот период. Таким образом, птицы не просто выжили, они стали важнейшим фундаментом новой эры жизни на планете. Ядерная зима продолжалась годы, а возможно и несколько десятилетий. Но жизнь не собиралась сдаваться. Уже через 11 тысяч лет после удара, ничтожно короткий срок по геологическим меркам, в океанах начали появляться новые виды планктона. Один из них, Parvularuga globigirina jugubina, стал важным звеном восстановления морских пищевых цепей. На суше первыми пионерами оказались папоротники. Они быстро покрыли слои пепла, образовав так называемый папоротниковый пик, который хорошо заметен в геологических разрезах по всему миру. Млекопитающие, которые до катастрофы оставались крошечными ночными существами размером с современную крысу или даже меньше, наконец получили шанс выйти из тени гигантских рептилий. Без конкуренции со стороны динозавров они начали эволюционировать невероятно быстрыми темпами. Вскоре появились первые приматы, копытные животные, новые хищники и многие другие группы. Именно этот эволюционный взрыв в итоге открыл путь к появлению человека миллионы лет спустя. Как современная наука смогла восстановить всю эту грандиозную картину? В 1980 году известный физик Луис Альварес вместе со своим сыном, геологом Уолтером Альваресом, сделал революционное открытие. В Италии в горном разрезе они обнаружили тонкий слой глины, необычайно обогащенный иридием, редким металлом, который крайне редко встречается в земной коре, но в больших количествах присутствует в астероидах.
Этот слой, получивший название границы мелового и палеогенового периодов, KPG, вскоре нашли в десятках мест по всему миру. Позже, в 90-х годах и в начале 2000-х, ученые начали интенсивно исследовать кратер Чиксулуб, который сегодня скрыт под водой Мексиканского залива и толстыми слоями осадочных пород. Бурение показало наличие шокт-кварц, кварца с характерными ударными деформациями, тектитов, сажи и даже микроскопических остатков самого астероида. В 2016 году крупная международная экспедиция ICDP окончательно подтвердила, именно здесь, у полуострова Юкатан, произошел тот самый роковой удар. Компьютерные модели, созданные на основе этих данных, позволили ученым детально воссоздать, как цунами, глобальные пожары и многолетнее полевое облако радикально изменили климат планеты на долгие годы. Недавние исследования 2025 и 2026 годов принесли еще больше важных деталей. Благодаря анализу окаменелостей из Таниса удалось установить, что удар произошел именно весной. Кроме того, стало ясно, что восстановление жизни шло быстрее, чем предполагали раньше. А птицы смогли выжить во многом благодаря своей уникальной способности адаптироваться к условиям длительной темноты и скудного освещения. Один день, всего 1 секунда космического удара, и вся планета изменилась навсегда. Динозавры исчезли с лица Земли, но их древнее наследие продолжает жить в каждой птице, которую мы видим сегодня, от крошечного воробья до величественного орла. Все современные птицы являются прямыми потомками тех немногих видов, которые сумели пережить ядерную зиму 66 миллионов лет назад. Эта история не просто рассказ о событиях далекого прошлого. Она служит серьезным и важным напоминанием для всего человечества. Космос остается опасным местом, астероиды продолжают летать вокруг нашей планеты. Но одновременно эта история рассказывает об удивительной силе и устойчивости жизни. Даже после самого страшного дня в истории нашей планеты Земля сумела возродиться, перестроиться и дать начало совершенно новой главе эволюции. И мы, люди, являемся частью этой новой, удивительной и продолжающейся истории.